Всем привет! Поддержите канал подпиской. У нас самые честные новости. Начинаем наш экстренный выпуск новостей кратко о главном. Сегодня рассмотрим, что в мирном плане Трампа и какая реакция Украины, России и мира на него. Начнем с самого плана. Коротко. О содержании 28 пунктов. Украина вне НАТО навсегда. Прописано в Конституции. Ограниченная армия без ядерного статуса. Гарантии безопасности от США, но с условиями. Территории Крым, Донецк, Луганск де-факто за Россией. Херсон и Запорожье – заморозка на линии фронта. Демилитаризованная буферная зона под фактическим контролем России. Россия обещает не нападать и фиксирует это юридически. Постепенно возвращается в Г8. Санкции снимают поэтапно. Украина получает 200 миллиардов на восстановление, 100 миллиардов – замороженные российские активы. Запуск ЗАЭС под МАГАТЭ. Электричество делится 50 на 50. Инвестиции США и Европы. Создание фонда развития. Гуманитарка. Обмен всех на всех. Возвращение детей. Политика внутри Украины. Выборы через 100 дней. Полная амнистия участникам войны. Контроль. Исполнение обязан контролировать Совет мира во главе с Трампом. За нарушение вводятся новые санкции. Немедленное прекращение огня и отвод войск. А вот реакция Европы, Кая Каллас, заявила, чтобы мирный план сработал, в нем должны участвовать Украина и Европа. Мы, европейцы, всегда выступали за прочный и справедливый мир и приветствуем любые усилия для его достижения. Разумеется, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать Украина и европейские страны. Это совершенно очевидно. Реакция Кремля о мирном плане Трампа. Официально мы ничего не получали, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в данный момент предметно ничего не обсуждается, но контакты с США продолжаются. Путин срочно созывает Совбез России по вопросу Украины. Скоро будут важные новости из Кремля, заявляют пропагандистские СМИ из России. Реакция Украины. Владимир Зеленский экстренно обратился к украинскому народу. Вот краткие тезисы. Сейчас один из самых тяжелых моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень тяжелым выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или тяжелые 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая. И дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответа. Хотя на самом деле я его уже дал 20 мая 2019 года, когда присягал на верность Украине. Для меня это была клятва. И каждый день, каждому ее слову я берегу верность. Я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером. Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, я буду предлагать альтернативы. Но точно мы не дадим врагу повода сказать, что эта Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и не готова к дипломатии. Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу, в воскресенье и на всей следующей неделе, и столько, сколько будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не были пропущены как минимум 2 – достоинство и свобода украинцев. Мы будем делать все, чтобы произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира. Я говорил с европейцами. Мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, а Украина – единственный щит, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы одни, и никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей. Мы без сомнений стальные, но любой, даже самый прочный металл может не выдержать. Не забывайте об этом. Будьте с Украиной. Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики, все. Нужно собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать едино. Я помню, как в первые дни войны разные ходаки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы о прекращении войны.
Говорили либо так, либо никак. Либо вы подпишете, либо вас просто ликвидируют, а вместо вас это уже подпишет ИО президента Украины. Чем это закончилось, известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе с этими предложениями домой в родную гавань. Мы не предали Украину тогда, мы точно не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот по-настоящему один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один. Дорогие украинцы, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной событиями. Вы взрослый, разумный, сознательный народ, который не раз это доказывал, который понимает, что в это время будет много давления. Давления политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы поссорить нас. Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не вышло. Дадим ли мы с вами ему это сделать? Не имеем права. И у нас получится. И я верю и знаю, что я не один. Со мной наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди. Свободные, достойные, единые. Реакция США. Трамп предупредил Украину, что она должна подписать соглашение до четверга. Иначе жизненно важные поставки вооружений будут обрезаны. Трамп также пригрозил прекратить обмен разведданными Украине, если она не согласится с предложениями. Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса. Если не в рамках мирного соглашения, то на поле боя. Мда, похоже, Америка действительно так еще не давила и действительно готова прекратить поддержку Украины, если та откажется подписывать капитуляцию. Будем следить за событиями, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить важные новости.